Дикие племена – это племена, которые совсем ничего не знают, или почти ничего не знают, или отказались от благ цивилизации и остались верны традициям своих предков. Мы называем их дикарями, а их традиции порой вызывают у нас ужас и удивление, но в свою очередь мы для них такие же дикари. Поразительно, что в 21 веке существуют первобытные люди, почти незнакомые с внешним миром. По земному шару разбросано большое количество таких племен, живущих в полной изоляции или просто не спешащих идти на контакт, а иногда и агрессивно защищающих себя от проникновения чужаков. Давайте познакомимся с некоторыми племенами, о которых хоть что-то известно исследователям. Дождевые леса Амазонки всегда были домом для множества диких племен, но даже в наше время там остались народы, которые никогда не контактировали с внешним миром. Если верить бразильской организации, которая исследует и оберегает коренные народы, то существует еще около 80 изолированных племен. О таких народах существует мало информации. Эти дикие индейские племена отличаются друг от друга внешне, они говорят на разных языках, у каждого своя культура, обряды, одежда и прически. Члены племен живут в общинных домах, занимаются охотой на птиц и животных, ловят рыбу, собирают фрукты и орехи. Достоверно известно, что такие племена предпочитают изоляцию сами. Они прячутся глубоко в бассейне Амазонки и редко выходят на контакт. Для поиска и учета изолированных племен власти периодически совершают облет густых лесов Амазонки. Несколько лет назад антропологи заметили неизвестное племя дикарей. При повторном облете туземцы уже в боевой окраске во главе с воинственной женщиной черного цвета стреляли из луков по самолетам. Тем не менее, их желание остаться в изоляции часто нарушается браконьерством и незаконной вырубкой лесов. Это подвергает такие племена серьезной опасности, например, заражением туземцев незнакомыми им болезнями. Иногда племена пересекают Амазонку в поисках лучшей жизни. В 2014 году 2 амазонских индейца впервые входили в контакт с группой исследователей из Бразилии на берегу реки Энвира. Большинство диких поселений, которые никогда не контактировали ни с внешним миром, ни с другими племенами, сосредоточено на границе Перу и Бразилии. Перуанское племя Маш-Капира обитает в самой глуши амазонских лесов. Даже самим перуанцам мало что известно о них, кроме того, что они слывут отменными покорителями деревьев и знатоками местной флоры и фауны. Их принято считать изгоями, не любящими контактировать с цивилизацией. Однако в последнее время дикое племя индейцев зачастило в гости к внешнему миру. Индейцы осмеливались просить у людей одежду, продовольствие и некоторые инструменты. Этот факт заинтересовал власти, которые, впрочем, не хотят принуждать племена к контакту или заставлять их изменить образ жизни и действуют с осторожностью. Официально перуанский закон запрещает контактировать с затерянными племенами, но с Маш-Капира уже успели пообщаться многие, от простых туристов до христианских миссионеров. Правда, не все контакты были мирными. Власти надеются, что смогут предотвратить гибель людей в будущем. В настоящее время Министерство культуры Перу, опасаясь новых бесчинств со стороны племени Маш-Капира, выставило патруль на постоянной основе вдоль реки Мадре-де-Диос. Целью агентов является контакт с индейцами, а также защитить их жизнь, здоровье и право на самоопределение. В 70-х годах 20 века местные охотники в джунглях встретили индейского ребенка и забрали с собой в деревню. Ему дали имя Альберто Флорес. Спустя время Альберто не ушел в джунгли, а остался в деревне. Теперь мужчина говорит на 2 языках и не жалеет о своем выборе, рассказывая о том, что жизнь в общине намного легче, чем жизнь лесного кочевника. Это, наверное, единственный цивилизованный индеец Маш-Капира. Северный Сентинельский остров – самая независимая территория на планете. С высоты кажется райским местом, но туристы и рыбаки, живущие неподалеку, не смеют ступать на него. Местные аборигены-сентинельцы очень враждебно относятся ко всем, кто пытается высадиться на остров. Проплывающие мимо корабли и пролетающие самолеты сразу же будут атакованы. Они имеют очень темную кожу, небольшой, около 150 см рост и кудрявые волосы. Занимаются ловлей рыбы, охотой, собирательством, живут в лачугах. И главное оружие – копья и луки, точно поражающие цель с расстояния 10 метров.
Исследователи несколько раз пытались установить контакт с аборигенами. С 90-х годов прошлого века Северный Сентинельский остров окончательно объявили закрытой территорией. Теперь нравы и обычаи местного населения наблюдают исключительно с вертолета. Поэтому до сегодняшнего дня точно никому не известна ни численность сентинельского народа, ни его язык, ни культура. Не помог наладить отношения с островитянами даже цунами в 2004 году. Тогда по всему побережью Азии погибли почти 300 тысяч человек. Выжившие туземцы отвергли предложенную им помощь, очевидно, совершенно в ней не нуждаясь. А когда в 2006 году аборигены убили 2 рыбаков, случайно оказавшихся у берега, индийские власти больше не пытаются наладить контакт и установили табу на посещение кем-либо непокорного острова. В настоящий момент племя находится под защитой индийских властей и продолжает жить в полной изоляции от внешнего мира. Папуа-Новая Гвинея – один из заповедных уголков Земли, куда почти не проникла человеческая цивилизация. Люди там живут в полной зависимости от природы, поклоняются своим божествам и почитают духов предков. На побережье острова обитают вполне цивилизованные люди, знающие английский язык. Но в центре страны обитают кочующие племена, которые до сих пор живут в каменном веке. Они знают по имени каждое дерево, хоронят умерших на ветвях, понятия не имеют о том, что такое деньги или паспорта. Племена живут очень изолированно, у каждого свои обычаи, язык, около 900 диалектов, культура и образ жизни. Одни племена оказываются относительно мирными и в целом дружелюбными, а у других ходят самые зловещие слухи. Типичный населенный пункт, где обитает папуасское племя – скромные хижины, покрытые огромными листьями, в центре что-то вроде поляны, на которой собирается все племя, а вокруг на много километров джунгли. Единственное оружие этих людей – каменные топоры, копья, луки и стрелы. В каждом папуасском племени, обычно в хижине колдуна, хранятся мумии всех бывших вождей. Это выдающиеся предки, самые смелые, сильные и умные, павшие в бою с врагами. Тела после смерти обрабатывают особым составом, чтобы избежать разложения. Колдун общается с духами предков, задабривает их и спрашивает их совета. Папуасы умирают от старости, от войны и от колдовства, если смерть произошла непонятно от чего. Если человек умер своей смертью, его тело с соответствующими похоронными церемониями сжигается на костре, чтобы дух не вернулся из загробного царства обратно. Если человек погиб в бою, его тело поджаривают на костре и почетно с ритуалами для данного случая съедается, чтобы сила и смелость героя перешли к другим мужчинам. Через 3 дня после похорон жене покойного в знак траура отрезают фаланги пальцев. Папуасы верят, что в голове содержится духовная и физическая сила человека, поэтому, воюя с врагами, папуасы прежде всего забирают голову, мозг поедается только в сыром виде. Каннибализм для папуасов – это скорее магический обряд, в процессе которого людоеды получают ум и силу того, кого они поедают. Применимо это и к врагам, и к друзьям, и даже родственникам, героически павшим в бою. На пограничье Кении, Судана и Эфиопии, в высокогорных и неосвоенных участках Африки живут около 20 самых малоизученных племен под общим названием сурма. Аборигенов вполне устраивает тот уровень развития, которого они достигли, поэтому они не стремятся и не нуждаются в контактах с цивилизованным миром. Это гордые и своенравные племена. Все они разные, но ведут похожий образ жизни. Мужчины занимаются скотоводством, женщины растят детей и обрабатывают землю, а руководят всеми старики. Размеренный образ жизни земледельцев и скотоводов нарушается набегами соседних племен. Но сурма – смелые воины, умеющие дать отпор. Каждое племя чтит своих богов и выполняет ритуалы. Осенью после сбора урожая племена устраивают ритуальные сражения на 2-метровых палках, которые считаются самыми жестокими состязаниями в Африке. В поединке запрещено только одно – убивать. Главному победителю достается самая красивая девушка округи. Еще одна традиция племени – это разукрашивание тела рисунками, используя только 2 цвета – белый, получаемый из природного мела, и красно-оранжевый, получаемый из охры. Несмотря на сочетание всего лишь 2 цветов, рисунки на телах приобретают разнообразные оттенки и представляют собой различные геометрические фигуры. Такую раскраску наносят все члены племени, вне зависимости от пола и возраста.
Вершиной парикмахерского искусства у этих аборигенов является идеальная лысина, на которой сурма друг другу, так как нет зеркал, сооружают самые причудливые композиции из подручного материала. Еще один обычай – это нанесение на тело фигурных шрамов, символизирующих храбрость воина. Сначала на коже делают надрез, после чего втирают в него грязь, яд, пепел и даже внедряют личинки насекомых. Начинаются воспаления, и кожа быстро рубцуется. Женщины так украшают себя ради приятных тактильных ощущений. В результате всех этих манипуляций получается тело с рельефным орнаментом. У сурма имеется еще одна ужасная традиция. В 20 лет девушкам разрезают нижнюю губу и в отверстие вставляют диск. Со временем размер диска увеличивают, что показывает размер богатства приданого невесты. В 1980 году группа русских врачей вступила в контакт с членами племени, до смерти их напугав. До этого момента аборигены никогда не видели человека с белой кожей, поэтому приняли их за мертвецов. Африканские племена представляют собой настоящий кладезь интересных традиций. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.